Всем привет, с вами Хоими, Fallout New Vegas, плюс старого мира, чтобы он, блин, сдох. В общем, дела такие. Эта игра, я не знаю, почему она решила конкретно сейчас. Да где там эти враги-то? Конкретно сейчас сходить с ума. Но она сходит с ума, потому что я не знаю почему. Но сейчас при быстром перемещении все вот прямо. Класс, меня еще ухиривают плавно. В общем, при быстром перемещении сейчас почему-то творится явно какая-то хреновина, потому что я не знаю почему, но оно так работает. Да шок тебя. Ой, что-то получше. Блин, а. Меня раздражают катастрофически, твою мать. Мне нравится эта игра, но то, как она себя оптимизирует, это настолько дерьмово. Вы понимаете? Я все понимаю. Мне очень нравится. Твою мать! Просто вот поймите мое ощущение. У меня прошлая серия, я надеюсь, что я все-таки реализовала, состоит из 6 кусков по 10 минут. Просто потому, что срань Господня вот этот вот решила, что ей не нужно активизироваться, ей не нужно нормально работать. Ей проще вылететь. Фак, а. Я просто, знаете, очень злая конкретно по этой причине. Да сдохни ты. А там уровень уже дадут. Кончилось все, что могло кончиться. Ну, наконец-то, типа. Ну, уровень-то мой где? Алло. В гнезде мой уровень, ага. Отлично. Ждать я все еще не могу. О, господи, опять. Я вас все истребляю. Вы не истребляетесь. Серьезно, мне уже плавно реально ничего есть. Может, я какой-нибудь лайер использую, а? У меня аж был. Твою мать, да... Ах ты ж срань, господи! Охренеть, я почти... Ты срань, господи. Ты какого хрена здесь делаешь? Охренеть просто, а? Угу. Срань, господня, а? Вот как ты... Чтоб я так жила? Нет, как раз таки мне надо быть чем-то другое. Капец, конечно, а? Не, лечиться-то нечем больше.
Это срань кончается, то кончается. Все кончается. В туда. У меня еще этот патроны кончается к этой радости. Че за срань? Почему вот все со мной случается, а? Сейчас надо что-нибудь реально другое использовать. Ну, Габриэль, ну, это тоже не самая прекрасная в мире вещь. Давай хотя бы винтовку ковбоя, она хотя бы в каком-то виде у меня существует. Еще. Так, мне надо... Все туда, да? Все туда. Мило тут у вас. В скобочках нет. У меня кончаются... Все, у меня кончается. У меня даже эти кончаются. Охренеть просто. Чё, с Богом? Может, я это могу? Не, ну можно, в принципе, гранату ему захилить. Да хрен с ним с отравлением, мне остальное немножко пугает. Сколько здоровья, мать твою. Я же даже ХП не показывается, вот весь вот. Даже не знаю, что я делаю. А гранатомета у меня нет. Блин, плохо. Далеко. Формально могу, ну ладно. При том, что я даже вообще даже без скрытности иду. Угу. Сейчас все сделаем. Сквоешь. Вино-то мне особо не надо. Ай, ну конечно. Аварийное отключение. Серьезно, очень сложно. Зашибись. Так. Ментанты. Ментанты, я вызываю тебя.
Рандом он такой. После единичного случая... Ага, давай. Сейчас рванет, да? И что это было? Все, он типа... Да нет, ни хрена не сработало. Ладно. Окей. Я вот не... Понимаете, ни хрена не видно. Если быть совсем честной. Ой, блин, зря. Я просто на автомате. Металлолом и монтировка, что там было? Нашли калибровочный файл, закон методичного закона. Да, я в курсе, но я пока его все равно не понесу. Серьезно, это был последний? Лайер для починки, отлично. Сейчас я свой починю. Неважно. Хорошо. Он все, да, он не актив. Отлично. Я не понесу ничего никуда. А у Лайера что-то патронов маловато. Вот. Можно ли вольвером попробовать? Ух, ни хрена сейчас будет что-то. Здрасте. Можно я пока к вам не пойду, а исследую, что здесь мост водится? Спасибо. А ни хрена у вас тут и не водится. Вообще один. Если бы мою мушку еще не унесло в баге. Оп, тихо, лидер кола. Очаровательно. Грязная вода. Оу. Еще немножко лайера. Так, лайером можно починить плазменную винтовку. Это же мой мозг. Мой мозг. Мой мозг. Ох, ни хрена у вас тут ментант. Ой, сейчас барыжить им буду. О-о-о. Барыжить. Серьезно, я буду их продавать. Вся пустошь будет в ментантах. Зачем они вам в таких количествах, на самом деле? Нет, а правда. Их же вон сколько, наверное, штук 30. Ну, психа, который, ну так и быть. Ладно, пойдем к нему сейчас разговаривать. Тостер, блин.
Обязательный топор, ну так и быть. И то не факт. Так, сохранимся в избежании всякой дерьма. Надеюсь, это просто в дополнении так, потому что если это реально так, я умру столько переетывать. Слышь, доктор. Oh, hello there. You are there, aren't you? You seem familiar somehow. I'm guessing a little hard to see you. Oh, did I leave that on? I thought... Really? That implies After all, it might be worth a cognitive a variety of reasons. You're something of a homily. Anomaly? You're really quite special. You see, you are the most successful brain. If you were to go back with what your brain knows, your brain could be popped back in and you could... I'm not sure. Even... Now, that seems to be rather Your brain is here. Do you? And does it even want to go back with you? Tell you what. В смысле, как он решит? Curiosity. The ghosts aren't real? That changes everything. Please be... Oh. Well, every scientist... How scary. Then I thought, what if they shot energy? Then I thought about... Чего? Oh, I was probably tripping hard on Psycho when I sent that. So many chems. As for the Psycho, sometimes get the chem... Did I? Серьезно? Maybe I did. Can't have them leaving. Some reason. You and your brain... Dr. Mobius. This name's as real as you. Someone's been watching too many old... Ну да. I must admit I have a vulnerability for... Like the think tank. Now, trap is a rather... But, yes, I certainly didn't until... Ну зачем? The radar fence to keep the think tank hemmed in wasn't really enough. I suspect I have planned... So I had to do something else to... Oh, Dr. O, which is actually not his real name multiplied, since you can't multiply his real name in the first... Ну, They have all forgotten themselves. And not only... I reprogrammed their chronometers. It was a merciful... And the world isn't ready for that. Really? It is so unlike... Well, it's simple. Despite their many failings, they are rather bright. They are the think tank for... Without something to... Then you... There have been... You were irrefutable proof. See, your brain had a special kind... Yes, very good. I should have mentats in just you instead of the other way around. In any event, you showed up at the... Bullets in the head are usually much more fatal. But it was enough for the auto dock in the sink to... That gave the think tank the knowledge. If they obtain that and once they're on... То будет все? Oh no, I doubt your brain would be...
If you become friends or exist in an uneasy well, once the think tank was... I consider coincidence. My threat broadcast is designed to instill. It prompted them to focus on retreat. And coincidentally, pardon my language... О, боже, твою мать. Yes, my... Oh, and the get... But I couldn't delete you. You're really quite difficult to ignore, you know. It's because you're, well, rather intriguing. The X2 antenna can be used to focus your alpha wave frequency thought, and the sonic sound wave projecto emitter was never intended. In short, brains, a heart, and courage. Spine. I think they had them all the Они time. были не убийцами, это были волк, пугало и девочка. Oh, that means my plan is a total... Мозг, слушай, мозг, а ты пойдешь со мной, а? Пойди со мной, пожалуйста. Мозгуля моя. Ну-ка. Еще раз, задание. Изви свой мозг из запретной зоны. Пожалуйста, пусенька моя, пойдем со мной. Ёп, твою мать. Что сейчас было? Во. О, господи, привет. Мама. Well, well, look who finally dragged themselves in out of the wasteland. And where have we been? Я не ползала, я обходила их. Ah, well, as to that, you'd be surprised how hard it... It's not as though brain-sustaining life support tanks grow... Ah, lovely. Yes, well, believe me, the opposite is equally true. Good Lord, have you bathed at all since they pulled me out? Well, I see sarcasm hasn't eluded you. Fine, perhaps now... Well, that's a fine how do you do. Me, quote, Dick. I'm not the one that makes us clamber around Technus-infested ancient vaults, or go... And have we forgotten who got us shot in the head and buried in a shallow grave? I most certainly am not. All those feelings that motivate you. Glands. Да в курсе я. Well... подловили. It's all a very... Fun? Fun? Is tetanus? The things you do with our body are suicide. I'm not going to lie to you. Look at it from my perspective. Here, in your head, do you know how much more you... If you want me first, showers. Где ты помоешься, ладно? Regular checkups. Regular. That Julie Farkas woman, for example. Хорошо. Third, you need to listen to me. Really? I didn't expect you to actually... В смысле? Well, certainly there might be some things I'm... Jason Bright and his followers launched... But still, given the tremendous... Да ладно тебе. I suppose you're right. Indeed. Мы реально уже это без друга, ну бро, ну. Yes, there's a chance that the reintegration would... Well, I suppose you've convinced me. Unfortunately, even if I could settle myself back in your skull and reconnect all those pests, we would have to make use of Dr. Klein's lab, and I... And you believe them? Really? Once I'm delivered into their clutches, and that is... Well, I
Уговаривает собственный мозг. Да чтоб я так жила. Right. Look out. I suppose now that we're reunited, you'll want to fill your torso up. Personally, I think your upgrades are quite a bit better. But right then, off we... Ей! Надо подумать, кстати, что из этого возвращать, потому что, ну, формально меня все устраивает. Ну, только мозг жалко. Мы сейчас почитаем со статусами, что у нас там, эффекты. То есть у нас только позвоночник остался, серьезно? Я бы только сердце себе не меняла, на самом деле, потому что сердце там вроде от ядов защищает. А так? Так, что у нас там? Алмазный скелет. Алмазный скелет ваш, конечно, получает... ну это не совсем. Вот без мозга ваш мозг был замечен продукт ноги, теперь ваш торс возможно повредить. А сила и порог урона взросли. Вот это вот... Сточек, в зависимости от химикатов. Понимаете, только бы сердце, бессердечное только не... Ладно, только мозг себе сменим и все. Что остальное меня все устраивает. Плюс 1 к силе, плюс плохо берут яды, это же прекрасно. Я прям попробую быстро перемещение совершить. И вот если у вас выпадет кусок серии, о котором вы не узнаете, то, чуваки, будем плакать. Оп. Выход. Где ты? Вроде в туда. Да, в туда. Так, выход тут есть. Почти. Тут темнота, нифига не видно. Сейчас кажется реально в конце игры, что можно было свет вырубать. Вот будет весело. Пожалуйста. Давай попробуем. И ты не вылетишь. Мы выжили. Ой, зачем я это сделал? Милый. Да. Не импланта. Нет, замена части тела. Да, в принципе... то есть мозг у меня на... Так я как же, я же... типа... С мозгой? В смысле мозг, он типа... Так, я не могу туда его впихнуть, что ли, или что? Так, блин, неинтересно. Могу что-нибудь сделать? Тут ничего нет. Тут ничего нет. Сохраняемся. Будем как мозгам идти. Точно, этому отдать. Тебе же отдать надо. Right on. Угу. What's the hat? Да, рабоскорпион. Ну вот, допустим, мы завершили задание. Да в жопу идите, не пойду я больше что искать. Что, собственно, позвоночник, сердце. Я не хочу ни сердца, ни это возвращать. Вот честно. Ну, мы 8 подстроили себе. Решить вопрос раз и навсегда, ну да. Ну, у нас есть свет на красноречие. Ух, ни хрена себе, свет на красноречие. Тихо. Собрались такие, да? Чувствую жопкой-то, что я иду.
lobotomite returns. Our lobotomite. I recommend watching. Now, your. And what could we possibly... With it, we can finally leave this place. I cannot tell you how boring this place gets. And we have so many questions. That is the most insane thing I've ever heard. Besides, there's no way... Блин. Черт, не, погоди. Ладно, хорошо, сейчас сделаем. Это стоит того. Это просто стоит того. Ща. Ну, серьезно, ну. Так, что-то надо науку, да? Речь, наука, оружие. Хорошо. Оно стоит того, господи, прости. Медицина. You speak the truth. And how dare... That's no... We could have escaped. Partner with you? I have a strange sensation. Very well. Pardon. Чё, и всё? Серьезно? В смысле, все? О, круто. Я не хочу себе ничего перелопачивать, только мозг вернуть. Мне нужен, пацаны, мне нужен мой мозг. Серьезно? As it had been in the years before the Great War, Big Mountain, the Big Empty, became home to one of the brightest minds of the 23rd century. The courier watched over the Big Empty for years to come, caring for it and keeping its discoveries safe until they were needed to help others. Which had always been Big Mountain's purpose. Past the laboratories and science, it had always been intended as a place to build the future of all mankind. The courier had scoured much of the Big Empty, although secrets still remained in the crater's depths. Perhaps that was for the best, however. Curiosity, while sometimes rewarded for its efforts, often proves to be equally dangerous. Dr. Mobius continued his research undisturbed in the Forbidden Zone. As much as he had attempted to create better scorpions, he tried the same with humanity, with considerably less success. These failures didn't bother him overmuch. Once the rush of mentats wore off, he forgot he had failed in any event. After all, the bright young mind who had come to visit him in the Forbidden Zone had already exceeded his expectations. The sink atop the dome bustled with the voices of a small town, constantly chirping, arguing, and snarling at each other. Still, this all happened productively in the interests of its new owner. The Sync Central Intelligence Unit discovered, despite its inversion code, it was comforted by the sense of community the other personalities gave it. The biological research station, obsessed with seeding everything in sight, requested a transfer to the X-22 Botanical Garden, so that it might, in its own words, sensually fertilize the garden's smooth contours. The garden sent back a polite refusal, saying it had prior commitments with a vault it had helped infect before the war. The book chute continued to devour all seditious materials until it nearly choked on a paperclip. It adamantly maintained it was a Chinese paperclip,
and the whole thing had been an elaborately orchestrated assassination attempt. Whatever the reason, it slowed down for a while, carefully appraising each document and clipboard that came to it. The light switches continued to bicker and flicker. This persisted until the day someone dropped a flashlight in the sink, and the two of them united in their hatred of the showboat. One of them eventually transferred to the Lightwave Dynamics plant and began a long, unrequited affair with one of the holograms. The sink continued to ruthlessly scrub any particulate matter that came near it. Eventually, it gained access to the magneto-hydraulics plant and nearly flooded all the big empty in an attempt to scrub the crater clean. Once it learned of the innovative toxins plant, however, it gained new purpose. It sought to develop antitoxins to flush into its drains and counteract the poisons bleeding into the soil. The toaster continued its psychotic spree, reducing all appliances in range to scrap electronics and spare parts. After one of its more psychotic episodes, however, the other Sync personalities decided enough was enough and dumped the toaster in a bathtub. Sparking and hissing, the toaster swore its enemies would rue the day when they had bread and no way to toast it. Muggy did his best to collect coffee cups, although in his quest, he accidentally trapped himself in Higgs Village. It might have been the end for poor Muggy. Except, he found it peaceful there, tidying up the kitchens of the think tank professors back when they had been flesh and bone. Well, except for Dr. O, who was an asshole for having created Muggy in the first place. Muggy left O's house deliberately dirty, punishing the dishes and cups that lived there in blind revenge for serving Dr. O. Blind old Jefferson, with sounds the courier brought him, created a symphonic counter-frequency that saved Big Mountain from sonic invasion in 2910. If you didn't hear about it, good. It was rumored by the other personalities that he had a brief fling with the light switches. Although he forgot their names much too often and was soon left in the dark as punishment. Autodoc, always gentle and methodical, kept sewing up the courier in all the right places when the skin split open from repeated wear and tear. The Autodoc was just glad to have purpose again. It heard its simpler brothers and sisters who got shipped to the Sierra Madre were bored out of their skulls in that toxic dead city. In time, the Autodoc found a way to deactivate the Y-17 trauma harnesses, releasing the corpses they had held prisoner for almost 200 years. As the courier ran through the X8 facility multiple times, the computers analyzed the test subject's movements. Rather than performing a superficial observation, they realized the subject barely knew what communism was, or even what a high school was. This confused them for a time, until the facility finally realized that its research had succeeded. So it let its cyber dogs out into the wastes to help protect small communities from physical aggression rather than communist propaganda. The infiltration program in X-13 continued to scan for the subject and the stealth suit prototype long after the test was over. Frustrated and unable to find its lost technology, X-13 expanded its network of laser tripwires, sensors, and robo-brains out across Big Mountain. This glittering blue light beam forest cleanly bisected anything that entered its depths, slicing them into small segmented parts for easy disposal. The courier, organs intact, continued onwards, a little less heavy of step, but with all the organs in the right places, as they should be. After all, brains can develop a life of their own when left to their own thoughts, and the courier's brain was more clever than most.
Dr. Klein and the think tank remained alive, unaware of the world outside. They looped through their daily routine, none the wiser about the world beyond, although perhaps wiser was the wrong word. The world outside belonged to the courier, and if anyone would shape it, well, the courier had already called dibs. There is an expression in the wasteland, old world blues. It refers to those so obsessed with the past they can't see the present, much less the future, for what it is. They stare into the what was, eyes like pilot lights, guttering and spent, as the realities of their world continue on around them. Science is a long, steady progression into the future. What may seem a sudden event often isn't felt for years, even centuries to come. In the times following the Second Battle of Hoover Dam, however, old world blues took on a new meaning. Where once it was viewed as a form of sadness, nostalgia, it became an expression describing the potential for the future. It can be easy to see science as evil, technology unchecked as the source of all ills, all misfortunes. With the courier at the helm, science became a beacon for the future. There was old world blues, and new world hope. And hope ruled the day at Big Mountain. We could say more, but the stories in the Big Empty speak for themselves. Now armed with the transportal Ponder, the courier could return to the dome at any time and crack open the secrets of the Big Empty one by one. The sink sat vigilant, waiting for its master to return, shoes covered in Mojave dust. Only one road yet remained, and it was one the courier had to walk alone. Большой ум. Наш мозг становится с обычное место, некоторые последствия применения высоких технологий остались. Вашу голову по-прежнему нельзя повредить, но все надеюсь меньше подвержен привыканию. Угу. Трансумор. Так, окей. Он может принести вас и только вас на Мохавскую пустошь обратно на Большую гору. Ух, мать. Круто, еще уровень. Перк. Что дадут, интересно? Не, не ты. Ты? Ну-ка. Ну, здрасте, сосед. Что ты смогла учить маленький больше? Нет, это не надо. Что просто... Ну, я подумаю над этим. Might I be safe in the assumption that... А я как могу валить-то отсюда? Ну-ка. Серьезно, за что ты так со мной? Его понесло. Серьезно, мне надо как-нибудь обратно бы, можно? Как-то вот бы... Погоди, так. Нет, там мне бы... Как он там назывался? Что-то там большой горы, да?
Воу. Мы дома. Дома. Спасибо. Это было охренительно просто. Но если бы, конечно, не такие странные титры в конце, это было очень странно. Итак, мы закончили плюс старого мира. Ура. Чёрт подери. Теперь... А там сейчас задания от него остались? Да, остались. Ну, это я так, за кадром поделаю. В общем, мы наконец-то в Мохавской пустоши. Сейчас мы поделаем дела здесь. Мы наконец пойдем по фракциям. Затем, скорее всего, сделаем это крушение в каньоне, кажется, да, так называется. А дальше посмотрим, что еще есть. Сьерра Мадре. Вот, крушение в каньоне или добрый путь. Я пока не знаю. Я посмотрю, что там есть. Нам покажут, где это, по крайней мере. А реально-то где? А, в Северный путь! Понятно, Северный проход, поняла. В общем, подписывайтесь, ставьте комментарии. Давайте далее проходить Fallout New Vegas. Это было прикольно, очень странно и так абсурдно. Но мне понравилось. Будем возвращать нашу Кэсси с Эзиком. Мои милые, я так по ним скучала. Будем проходить и сражаться. И всем пока.